Тео, я на 8 уровне, я продвинулся, меня повысили. Что, правда? Меня тоже повысили. Круто, есть! И меня тоже повысили. Меня даже похвалили, сказали, что я очень хорошо справляюсь, так как я не учился же в школе. Меня повысили сразу до автора колонок, представляете? Отлично, отлично, значит, у нас есть шанс, что мы достигнем своих целей. Братья, идите, идите, я вас всех обниму. Ну что, всем привет! Мы начинаем новую неделю. У нас понедельник, 6 утра. Хиана готовит всем завтрак. Джей у меня тут не успел проснуться, а уже заработал кучу мудлетов. Я в воскресенье мало занималась, честно. Ой, у него сердечко тут. Сейчас я вам расскажу, что у нас произошло в воскресенье. В общем, по воскресеньям я обычно снимаю кат-сцену и превью для следующего видео. И для этого я устанавливаю Wikitwims, чтобы поставить персонажей в позы, двигать их, ну, в общем, для всей вот этой вот ерунды. И когда я снимала фото моего семейства вот для заставки, для этого видео, у нас уже в гостях была Гера. И они там с Джеем болтали вместе. И потом, когда я закончила делать фотки, я смотрю, а у меня у Джейдена действие в уху. Я сначала не поняла, как такое может быть, а потом как поняла. В общем, Wikitwims, ну, вы знаете, у них там есть автономные действия. И Джей и Гера у меня так хорошо поразвлекались. А так как по правилам нам в уху нельзя, то потом я Джейдену с Герой поставила действие зачатия ребенка, чтобы, знаете, правила не нарушать. Поэтому, возможно, у нас у Джея появится наследник. Вот такие у нас новости с воскресенья. А вот этот вот малыш за выходные, я не знаю, как он это сделал, но я так стараюсь хорошо делать домашнюю работу для школы, но чем дальше, тем она сложнее. Может, я просто глуповат, как ты думаешь? Продолжай работать, конечно, продолжай работать. Ты у нас совсем не глуповат, потому что я как раз хотела сказать, что Алекс прокачал у нас полностью интеллект. Я даже сама не заметила, когда он это сделал. Поэтому сегодня, в понедельник, он у нас пойдет в школу. Так что вот такой у нас умный наследник растет. И давайте посмотрим календарь. На этой неделе у нас 3 дня рождения получается, да? Нет, даже 4 дня рождения. Сегодня в ночь должна повзрослеть Моника, со среды на четверг Давид, с пятницы на субботу Реймонд и с субботы на воскресенье Хиана. Поэтому вот, у нас опять неделя будет активная. Все, пошли мои на работу. Первый Джей, ставим ему упорно работать, и у него по карьере 2,8. Ну да, где-то 2,8. Я тут все записываю в блокнотик. У меня теперь есть блокнотик по Симсу. Следующий у нас Айден, у него продуктивность 3,9, да, где-то получается. И если он сегодня постарается, то он даже может получить повышение, я так думаю. И в 10 у нас возвращается Тео. И посмотрите, возможно, он сейчас получит повышение до 9 уровня. Тео, мы тебя ждем. Давай.
Кстати, сейчас еще про счета вам расскажу. Вот он, вот он. Повышение! Да-да-да-да-да! Сетевой гений! О, ура, ура, ура! Теодор действительно улучшает свои навыки и создает вирус, который разрушает международные корпорации. Кстати, ему теперь надо прокачать и программирование, и пакости, и достаточно много. Будем заниматься. И вот он, наш международный хакер. И для начала давайте еще оплатим счета. Я хотела вам рассказать, что в прошлой серии, мне кажется, я забыла списать деньги после оплаты счетов. Но я себе пенальти ставить не буду, потому что мы же их списываем, чтобы потом меньше тратить в воскресенье. А я в воскресенье вообще ничего не потратила, я купила только второй шезлонг, поэтому я все эти деньги спешу сегодня, и мы передаем в фонд города все наши 20 тысяч. Денежки, пока-пока. Хиана у нас, как обычно, занимается малышами. И я хотела тоже про нее рассказать, потому что теперь Тео работает у нас до 8, а двое из ларца мои работают до 9. То есть, получается, в принципе, Хиана может устроиться на работу. Но вот в чем вопрос. На этой неделе у Хианы уже будет день рождения, поэтому она в любом случае у нас не успеет до пожилого возраста закрыть карьеру. И ей нужно будет закрывать ее на пенсии. А для этого ей нужен по максимуму и фитнес, и ЗОЖ, чтобы не было маразма. А у нее ЗОЖ вот на 5 уровне, а спорт на 4. И я боюсь, что если я ее сейчас отправлю на работу, то она не успеет прокачать эти навыки. Поэтому я думаю, знаете, что вот эту недельку мы еще будем дома с ней, посвятим ее прокачке навыков, а на следующий уже тогда подумаем о работе. Александр вернулся из школы. С первым днем тебя, малыш. Сейчас он сразу пойдет у нас спать. А это что такое? Это ему, видимо, дали в школе, да? Потому что у него не было этого в багаже. Я багаж проверяю чуть ли не каждый час. И я хотела вот этот вот проект оставить вот здесь, на 3-м этаже у меня в закрытой комнате, а он не помещается. А у меня нет таких больших больше комнат, поэтому уберу его сразу в багаж. Хиане не нравится механика. Блин, вы знаете, у меня там сломалась раковина, и я ее первый раз попросила ее починить, и вот сразу результат. Ну ладно, не буду больше тебя отправлять чинить раковины, будут мальчишки заниматься. А рисунок я обычно оставляю вот здесь, знаете, чтобы в воскресенье сразу все перенести в багаж семьи. То есть и вот детальки, и рисунок. И у нас здесь Давидик плачет. У нас там Джейден уже вернулся с работы. Так, сейчас всех по порядку будем смотреть. Но давайте сначала позанимаемся Давидиком. Да, нам его надо покормить, поменять подгузник и поболтать немножко, а то он расстраивается, что он тут один у нас. Давай, Хиана, занимайся малышом. И пока я была с Хианой внизу, у меня все парни уже уснули. Но все равно давайте посмотрим, что у них по работе. Так, вот еще один идет спать. Джейден. Джейден ступор нам не принес. Это уже хорошо, потому что ступора нет. И у него 3,1, да, получается производительность, а было 2,8. Мало, конечно, мало он продвинулся. Получается, нужно, да, обязательно писать вот эти вот заявки на грант, как мы делали вот на прошлой неделе. Айден при этом у нас вернулся со ступором, поэтому мы сейчас будем его снимать. Ой, он хочет с Моникой поболтать. Иди, конечно, иди. У него 4,3, а было где-то 3,9, да? Я вообще-то ожидала, что его повысят, но не в этот раз, видимо. И вы знаете, если Джейден вот у меня хотя бы общается с Герой, да, то Айден, он же привереда, он клиптоман,
поэтому он особо ни с кем не общается. Ну и плюс ему вообще никто не нравится. Он такой достаточно закрытый персонаж. И если вы вот посмотрите, то его круг общения это только его семья. А все остальные это просто, ну, видимо, мимо проходили, он в лицо их запомнил, но он даже с ними по ощущениям не здоровался. Поэтому, скорее всего, вот у Айдена наследников не будет. А у нас повзрослела Моника. У нас повзрослела Моника. 9 часов вечера. А что так поздно? Выбираем ей черту характера. Неряха. Этих персонажей не волнует неопрятная обстановка. И, кстати, она в маму получается, да, потому что Хиана у нас тоже неряха. И нам нужно ей выбрать жизненную цель, поэтому пошла я включать генератор тогда. Итак, 1, 2, 3. Вундеркинд. Угу. Так, выбираем Вундеркинд. Этот персонаж хочет стать самым умным ребенком в школе. Ничего себе, но сначала придется тебе прокачать интеллект. Он нужен на максимум, а уже потом тогда пойдешь в школу. И вот наша Моника. А у нее хвостик просто, да? Спортивные штаны какие-то. Ой, нарядилась. А куда пошла? Пошла писать в дневник. Ну, хорошо. Значит, это будет твой дневник, потому что за все время им больше вообще никто не пользовался. И вот так мы заканчиваем понедельник. Тео у меня перед работой за шахматами и потом пойдет практиковаться в программировании. Моника у нас уже тоже за шахматами, так как она очень хочет в школу, поэтому она сразу села заниматься. Джейден у нас спит. Так, ему еще долго нужно спать. Айден тут снимает ступор. А что, все? А нет, ступор еще остался. Поэтому он старается, Айден старается, а Хиана, как обычно, все намывает. И вот так, давайте заканчивать понедельник. Мои все на этой неделе будут усердно трудиться. Вторник, уже все проснулись, и я начинаю с Джейдена. Мы с ним кушаем рыбку. А Хиана все. Хиана у меня трудилась всю ночь, поэтому она вон сейчас вырубилась. Так, Айден у нас в прекрасном настроении. Он, правда, у нас спать хочет, поэтому давай вот ты вздремни в этой комнате. Здесь хорошая обстановка, тебе же все нравится, да? Джейдену тоже, может быть, перед работой поспать? Не пойдешь? Не пойдешь отдыхать, да? Тебе шахматы нравятся? Ну, хорошо. А у нас уже вернулся Тео, и он вернулся с выгоранием. Давай мы с тобой вот здесь вот приберемся тогда, раз уж ты на улице, и пойдешь снимать свое выгорание. Моника, кстати, все трудится. Моника трудится, повышает интеллект. Она очень хочет в школу. А вот здесь лежат мои двое из ларца. Им сейчас на работу, поэтому давайте я сразу их разбужу, знаете, чтобы не пропустить этот важный момент. Они одинаково. Видели? Они прям одинаково встали. Действительно, двое из ларца. И пока часть ребят работает, мои, вот все грязные, немытые, ушли на дневной сон. Но, вы знаете, мне кажется, у них выработался такой режим дня, что они все время днем спят. После того, как Тео возвращается с ночной смены, он ложится спать, и чтобы не шуметь, детишки тоже ложатся спать, ну и Хиана заодно отдыхает. А у нас тут случилось землетрясение, поэтому оно разбудило нашего Давидика,
И Хиана уже здесь, Хиана тоже проснулась, поэтому она сейчас его покормит, а потом пойдет готовить, мыться, убираться. В общем, у Хианы в этом доме всегда столько дел, что я не успеваю. Я не успеваю прокачивать ей ни ЗОЖ, ни фитнес, а у нас уже 2 дня прошло. 2 дня прошло, которые я взяла ей для того, чтобы она прокачивала навыки. И мы уже встречаем Джея с работы. Ну что, как твои дела? Ступора у него нет, он хочет пока только отдохнуть. Поэтому давай, иди, где твоя кроватка, иди выспись хорошенько. И по работе у него 2,9, а было 3,1, да? Это его что, опять понизили? Опять начинается у нас черная полоса. Блин, его понизили. Еще и пожар. Пожар, Хиана. Ты сможешь сама потушить? У меня тут просто дверь сюда закрыта, и кроме тебя никто не заходит. А это только вторник. У нас уже пожар. Что, все? Рыба сгорела, да? Рыбы нет, блин. Так, ладно, все, сейчас я соберусь. Подождите секундочку. На всякий случай показываю, что у меня вот здесь на 2-м этаже стоит запасной гриль, поэтому я их меняю местами. Переносить мы их можем, несмотря на то, что в режиме строительства он имеет 2 клеточки. На форуме Sims Mix, по правилам которого вот я играю, сказано, что мольберт, стул и гриль, они считаются одноклеточными предметами, потому что в режиме жизни они занимают только 1 клеточку. Поэтому вот я ничего не нарушаю. И Хиана уже приготовила 2-ю рыбку, пришлось нам взять еще 1 рыбку, поэтому давай, пойдем заниматься малышом. А кто у нас следующий очень голодный? И рыбка достается. Наверное, Теодору, да? И вот детям. Бегите скорее кушать. И вот вторник подошел к концу. Ребята спят. Тео с Хианой тоже спят. И младшенький вот здесь тоже спит. Завтра у Тео на работе выходной. Поэтому мои все завтра проснутся чуть-чуть попозже, часиков, наверное, в 5. А сегодня пусть они у нас хорошо выспятся. Спокойной ночи. Доброе утро, среды. Мои уже все встали, и я хочу показать вам, кто чем занимается. Хиана, как обычно, встала с утра, всем приготовила покушать, и наконец-то у нее есть силы, поэтому я ее отправила на грушу. Но сейчас ей уже пора бежать к Давидику. Ой, и Рэй тут тоже плачет. Ну извини, сначала малыш. Его вот здесь нужно срочно помыть, покормить, поменять подгузник. Поэтому Хиане, конечно, не до физкультуры. И я ее оставляю тогда здесь. Пусть она занимается нашим Давидиком. Тео заканчивает программировать. Я хотела, чтобы он сделал полностью ежедневное задание, но у него сегодня выходной, поэтому я думаю, мы с ним еще успеем позаниматься. У Айдена, кстати, тоже сегодня выходной, и он все еще спит, а на моей повестке дня остается только Джейден. Я ему уже не успею сделать ежедневное задание, вот написать грант, потому что у нас новая напасть. У него случился кризис среднего возраста. Он хочет больше общения. Поэтому мы сейчас пойдем вздремнем перед работой, да? Пойдем, грустный мой мальчик, пойдем поспим. А Моника все качает интеллект, потому что она получила черту характера вундеркинд, и она очень хочет в школу. Алекс же ходит у нас в школу, она видит это, и ей тоже надо, поэтому она очень упорно занимается.
И она сегодня довольная, счастливая, поэтому, скорее всего, целый день вот она у нас тут будет играть в шахматы сегодня. И я разбудила Джею, чтобы он поел, а у него тут все плохо. Потеря контроля, голод, натруженная спина, отвратная сантехника, невоплощенные мечты, утраченные связи. Спасите, помогите. Он хочет почитать книгу, которую нам нельзя, кстати, читать детишкам. Он хочет с Герой поболтать и покушать. Ну, вот покушать, это желание я ему могу исполнить. Да, мы же можем это сделать. Ну что, кого ждем? Исполнилось наше желание? Нет, а желание не исполнилось. Но он хотя бы стал уверенным. Хоть какой-то положительный плюс от всего этого. И я его по традиции отправила в комнату счастья. Он заработал себе вот хорошие мудлетики. И сейчас мы еще расслабимся на шезлонге, чтобы у него их было еще больше. И главное, Джейден, главное, чтобы тебя сегодня не понизили. У тебя сейчас где-то вот 2,9, поэтому давай, старайся, чтобы не понизили. Отдыхай, больше отдыхай, расслабься, дыши. За тебя знаешь, сколько людей переживает? Мы все посылаем тебе хорошее настроение и избавление от ступора. Давай, Джейден, давай, мы за тебя болеем. Алексу уже пора идти в школу. Давай, беги. Ой, он себе игрушкой по носу врезал. Чем хороша школа, да, что в школе его покормят, плюс он там на переменах с детишками поболтает, но мы выбираем только обычный режим. Мы не выбираем знакомиться, это нам нельзя. Поэтому вот, отправляем Алекса в школу. И я чуть не проспала. Я чуть с Джейденом не проспала работу. Давай, Джей, беги, беги, дорогой. Извини. И так, что у нас следующий на очереди Айден, да? Он выспался, намылся. Сейчас вот покушает и пойдем с ним читать книжку. Позже мы с Айденом еще немножко вот поработали. Он завершил ежедневное задание. Поэтому я надеюсь, что в четверг, все-таки в четверг он получит повышение. И там, кстати, у меня уже Тео ждет компьютер. Так, Тео, а ты куда? Ты возвращайся. Давай, иди, твоя очередь пришла. Поэтому давайте будем меняться. Айден у нас идет на коврик. О, нравится писательство. Айдану нравится писательство. Это хорошо. Это очень хорошо. Мы, конечно, должны нажать «нет», но хорошо то, что это не попало в нелюбимое. Поэтому Айден сейчас освобождает место, а за компьютер садится Тео. Ну что случилось-то опять? Что случилось? Давай садись. Поработай немножко, повзламывай что-нибудь. Ему этот навык нужно повысить до 8 уровня. А мы сейчас в начале 7 только получается. Ну, в принципе, один уровень не так и много, да? И мы уже ждем Джея. Его, конечно, сегодня не повысят, но хотя бы, смотрите, у него не снизилась производительность. У него вот было 2,9 где-то, да, так и осталось 2,9. Поэтому он вернулся. И что? Отправим его сразу спать. Знаете, хочу, чтобы он выспался и где-то в 2 часа его разбудить, и чтобы он сел, писать вот эту вот заявку на грант. И уже почти ночью Хиана решила приготовить поздний ужин. Молодец, Айден, молодец, прибрался нам тут немножечко. Садись, сейчас принесут ужин. Так, Хиана, давай ты отдашь свежую рыбку ребятам, а ты вот можешь съесть остатки с прошлой порции. Ты же такое любишь. Тео тоже пришел за рыбкой. Они все почувствовали вкусный запах еды, смотрите, и прибежали. А так как Тео сегодня идти на работу, поэтому он у нас будет, он возьмет первый кусочек рыбки.
И сейчас, вы знаете, я думаю, они пойдут с Хианой повышать досуг, потому что Тео готов для работы, у него все прокачано, ему нужно вот только досуг поднять немножечко. По правилам, мы не можем заниматься в уху, если у нас есть опция зачать ребенка, но так как нас 8 человек, то у нас нету этой опции с ребенком, поэтому мы спокойно можем пользоваться в уху. И я еще хочу сказать, знаете, что несмотря на то, что вот Тео с Хианой, они сейчас очень редко, действительно очень редко остаются наедине, но у них уровень романтики не падает. Они прям молодцы. Они, видимо, действительно очень сильно любят друг друга. Итак, у нас заканчивается среда. Первый этаж спит. Тео уже на работе, он упорно работает. Второй этаж, здесь тоже все спят. И сегодня будет целый день у нас облачная погода, поэтому мне нужно, чтобы Хиана с Моникой выспались, и они вдвоем пойдут на рыбалку. А на самом нижнем этаже у нас еще вот здесь спит наш младшенький. С четверга на пятницу он должен повзрослеть, поэтому скоро будем праздновать его день рождения. На этом спокойной ночи. Начинаем четверг, и, кстати, я периодически в ночи бужу ребят, чтобы, знаете, они шли немножко помыться, потому что если они все проснутся с утра, то, естественно, сразу я их всех не успею помыть. Поэтому вот у нас такая договоренность, что кто-то из них просыпается ночью, моется, а кто-то утром. И вот наша первая партия уже у раковин. Тео у нас уже вернулся, я его отправила поспать. Не особо сильно он, конечно, продвинулся, но он хотя бы движется вперед, знаете, а не назад, как Джейден. И впереди у него 2 выходных, поэтому будем с ним готовиться, прокачивать навыки. А наши ребята сейчас в очень плохом состоянии, и они тоже пойдут на работу. Давно у них, кстати, такого не было, но зато я сняла ступор у Джея. Опа! Они такие синхронисты, блин. Вы видели? Они выглядят одинаково. Они еще все делают одинаково. Я не могу с них. И мы дождались. В 11 часов у нас взрослеет малыш. Мы тебя ждем. Давидик взрослеет. Любознательный. Немного быстрее повышают уровень навыка мышления. Ой, кстати, а у него нету то, что он несчастный малыш. Да, получается, он что? Он у нас обычный, да? У него нет, что он счастливый, но зато нету и что он несчастный. И какой ты у нас? Ой, а щечки-то какие у него! Такие большие щечки! И все, у нас все детишки стали малышами. Представляете? Привет! Давид, скажи всем привет! Не забыли поставить нам лайк? Мы стараемся, тут растем. И я отправила Монику ловить рыбу. Прихожу, чтобы Хиану тоже сюда отправить. А она тут спортом занимается. Пока никто не видит, она себе качает кубики пресса. Какая рыба, да? Главное, подкачанное тело. Что, спортивная девчонка у нас растет? Моника, а ты нам закроешь культуриста? Чтобы я не перекладывала вот эти вот каждую детальку в сундук, да? Я уже так устала от этого. Закрой, пожалуйста, культуриста. Пусть он тебе выпадет. А я уже жду Джея, и мы с ним опять никуда не продвинулись. И я теперь понимаю, что вы мне писали в комментариях по поводу страхов и что мы обречены. Но надеюсь, что у нас наступит опять белая полоса, и они хотя бы одно повышение в неделю смогут хоть как-то получать. А мои девчонки тут уже тоже в дискомфорте, поэтому возвращаемся домой. Моника ничего у нас не поймала, а Хиана поймала 3 рыбки, поэтому одну из них она сейчас их и приготовит.
Айден вернулся, и у нас повышение. Автор регулярных статей. Итак, мы... Ой, ученицы 5 класса, хотела сказать. Нет, у нас 5 уровень. У нас четверг, и нас повысили до 5 уровня. Ура, сейчас я тоже себе это запишу. Завтра ему опять на работу, но он в целом к работе готов. У него хороший настрой. А он пошел с малышами посидеть, да? Ну иди, это же твои любимые племянники, да? Я уже все поняла. Айден немножко отдохнул вот в комнате с бассейном будущим, и сейчас он садится писать книгу, чтобы сделать рабочее задание на завтра. И что у нас получается? Так, ой, а Джейден еще завтра работает. Я забыла. А у Тео будет выходной, да? Получается, мне нужно будет позаниматься Джеем и попрокачивать навык Хиани. И на этом давайте заканчивать среду. Ой, уже четверг. Мальчишки у меня все спят. Моника тоже вон пошла спать. Хиана сейчас приготовит уже на завтрашнее утро рыбку. Так, а где у нас? Вот, Хиана идет готовить рыбку. И увидимся тогда уже завтра. Там еще у нас малыши ждут маму, поэтому надо будет еще мне сходить к малышам попозже тогда. На этом спокойной ночи. Утро пятницы. Хотела начать с того, что мои тут дерутся, представляете? У меня подросли 2 пацана, и они подрались. Они, видимо, не поделили лук или кубики, не знаю что. И пока Хиана у меня там готовила рыбку, они вот здесь вот разругались. Сейчас нужно им покушать и отправить их спать. Рэй у нас, кстати, передвигается сам, а вот Давидика нужно как-то перенести с этого этажа на кроватку повыше, на этаж повыше. А я в час ночи уже бужу Джейдена, хочу с ним начать писать заявку на грант. Он покушал, давай еще сходи в туалет на всякий случай. И, может быть, ему еще один кусочек рыбки съесть? Да, давайте, пусть он еще и покушает, 2 порции съест. Потому что, знаете, если он, допустим, написал заявку на 70%, и он встал из-за компьютера, то весь прогресс по заявке слетает, представляете? И нужно начинать ее писать заново. А чтобы ее написать, нужно около 5 часов. Представляете, как обидно? Какая новость! Джейден, привет, это Гера. Хочу поделиться своими новостями. У меня родилась прелестная девочка. Флер. Джей стал папой у нас. У него теперь есть дочка. Ничего себе! Обалдеть. Так, что делать? Давайте посмотрим. Тут еще пока ничего не понятно. Попозже тогда зайдем. Но я очень рада за Джейдена. Благодаря Вики Твимсу у Джейдена теперь есть дочка. И, Джей, в честь такого хорошего события напиши, пожалуйста, эту заявку на грант, а? Ну, пожалуйста. И вот, что я и говорила. Он встал из-за компьютера. И не дописал грант. Еще и проблема с рукой у него какая-то. Алексу нравится фитнес. Так, я это тоже себе записываю в блокнотик. Мы нажимаем, конечно же, нет, но это все равно лучше, чем если бы этот навык попал в нелюбимые. И Джейден, я все не могу с Джейденом. Ну ты косяка, Джейден, ты меня прям подводишь. У меня, оказывается, Айден теперь ходит на работу с 8 часов утра, поэтому он уже там, и следом отправляется Джейден. Ну, хотя бы, знаете, в хорошем настроении пошел. Тео тем временем укладывает одного малыша спать, а там на очереди еще один.
И я тоже не успеваю с ним прокачивать ему программирование, потому что пока вот он бегал с малышами, он опять весь испачкался. Но в любом случае ты молодец, Тео, ты все равно молодец, уложил спать всех детишек, справился. И мне сказали, что Хиану нужно отправлять на пробежку, поэтому, как только у нее появилась возможность сбежать из дома, она отправилась побегать по улицам. И несмотря на то, что на улице дождь, знаете, ее это не пугает. Когда у тебя в доме 4 детей и еще 3 взрослых мужчин, то даже химический дождь на улице это лучше, чем сидеть дома. И что я еще хотела сказать про Хиану. Смотрите, у нас по правилам у всех неигровых симов есть аттестат. И они, соответственно, могут устраиваться на карьеру с аттестатом. А у моих симов аттестата нет, потому что у нас нет школы для подростков. И для меня не совсем логично, что там, например, да, у нас Теодор вырос, он без школы, да, и у него нет аттестата. А Хиана тоже выросла в этом же городе, где нет школы, а у нее может быть аттестат. Поэтому на будущее, я думаю, что когда мы будем искать ей работу, я буду придерживаться той позиции, что если персонаж, в нашем случае Хиана, родилась и выросла в Глазботе, то у нее тоже нет аттестата. Вот если бы мы взяли в жены там, мужья супруга, да, и этот супруг был либо вашим персонажем, либо персонажем из галереи, либо из другого города, то тогда да, у них мог бы быть аттестат. А у Хианы нет, у нее, не может быть аттестата, она нигде не училась. И мои вот 2 из ларца теперь еще и вместе возвращаются. Джейден у нас уходит сразу на 2 выходных. Продуктивность у него опять понизилась. И получается, мы отработали вот целую неделю, и нас опять понизили. А Айден, что у нас с Айденом? У него, наверное, так и было. Ничего особо не изменилось. 2,6. Запишу. А Айден, кстати, тоже уходит на 2 выходных, и он еще ступор принес. Как же без ступора, да? И, как обычно, на ужин Хиана приготовила рыбку. Сейчас самые голодные ее поедят, а у кого останутся силы, те пойдут качать навыки. И пятницу мы заканчиваем плохо. Ничего я им не прокачала, ничего мы не сделали. Нижний этаж у меня вот уже все спят. Моника, кстати, легла с папой, потому что она боится чудищ под кроватью и всех будет. Поэтому вот Хиана у меня легла на верхний этаж, и здесь у нас тоже все спят. Завтра у нас у всех будет выходной, и завтрашний день будет еще тяжелее, чем сегодняшний. Но будем как-то справляться. Итак, я начала субботу, а у меня уже стресс. Во-первых, у нас закончилась вода. Это, как я вам и говорила, у нас каждый день заканчивается вода. А мои все грязные, им нужно много воды. Хиана у меня не выдержала. И пошла в мусорку. За едой, да? За едой пошла же. Что нашла? Нашла что-нибудь? Нашла салат. Отлично. И вы знаете, хоть это и нелогично, что в нашей мусорке есть салат, но я не буду его выбрасывать, потому что сейчас Хиане это очень необходимо, как и мне. Будем считать, что это кто-то выбросил, знаете, шкурку от лука, и Хиана ее достала и решила доесть. И после того, как Хиана покушала сама, она приготовила рыбку для остального семейства. Мы начнем с Тео. Он у нас съест первый кусочек. Тео, давай, все ждут еду. Ешь скорее. Следующим идет Алекс. Давай тоже кусочек. И потом он пойдет мыться у нас. И покажу вот вам, насколько сильно я нуждаюсь в воде, которую нам должен провести Джейден, потому что я вам показала, что с утра
у нас закончилась вода, мы принесли воды, я всех намыла, и сейчас у меня опять закончилась вода. Реймонд очень голоден. Все, бежим к Рэю скорее, бежим. Давай, давай тогда, может быть, ты тоже съешь рыбки? Да, Рэй? А ты куда пошел? Рэй, а ты куда? Ничего себе! Почему за малышом никто не смотрит? Он тут через дорогу переходит. А мы что? Мы, видимо, чешем на лавочку, да? Мы, видимо, чешем на лавочку. А дети разве могут сами так далеко уходить от дома? Он, видимо, понял, что ему дали съесть рыбку, и он решил ее съесть всю, и поэтому, чтобы никто ее не отнял, он ушел подальше от дома. Получается так? Кушай, кушай, конечно. Я бы и дома разрешила тебе съесть 2 кусочка. А где она у тебя? А я что-то не поняла. А мы сюда пришли поесть рыбу, а где рыба? Рэй, мы так долго сюда шли. Ты же ее брал со стола. Он, видимо, ее потерял. Он пока шел, потерял рыбку. Побежали тогда скорее домой. Тебе нужно что-то покушать, а то тебя у нас заберут. Ты очень-очень голодный. И так как у нас у Джейдена кризис среднего возраста, и он хочет больше общаться, поэтому я вот его отправила на улицу поговорить с соседями. И посмотрим, поможет ли это ему сократить вот этот вот плохой мудлет с кризисом среднего возраста. А к нам пришел Рэй. Рэй тоже пришел к нам поболтать. Ой, а это кто? А это новая девочка? Алекс, давай тогда в туалет и беги скорее знакомиться. А что это сейчас было? А это Рэй стукнул Джейдена? Да? Ничего себе он у нас задира какой. И вот, смотрите, как мило. Как мило мальчишки у нас играют в игрушки. 2 наших рыжика. И мы дождались взросления Рэя. Давайте выбираем ему черту характера. Добрый. Ой, а у нас Алекс тоже добрый. Хорошая черта характера. И пойдемте выберем ему жизненную цель. У нас тут остался вундеркинд от Моники. И что будет у Рэя? Давайте жмем. 1, 2, 3. Светский львенок. Угу. Так, ищем светский львенок. Вот он. Эти персонажи хотят разговаривать со всеми и заводить друзей. Ну, хоть кто-то, знаете, хоть кто-то у нас будет знакомиться с соседями. Ну что, Рэй, посмотри на нас. Это, кстати, единственный ребенок, у кого глаза Тео. Ну и, соответственно, глаза Вивиан. Остальные все 3, они пошли в Хиану у нас, получается. Ну и он отличается. Он прям отличается от них, от всех. И вот у меня уже 3 школьников. На этом теперь точно буду с вами прощаться. Представляете, мы вырастили уже 3 малышей. И прежде чем закончить, у меня к вам будет 2 вопроса. Первый вопрос про Хиану. У нее в это воскресенье уже будет день рождения, поэтому вопрос в том, нужно ли устраивать ее на работу на следующей неделе. Спрашиваю потому, что у нее сейчас мало прокачаны спорт и ЗОЖ, и если мы ее устроим на работу, то есть риск, что она может не успеть их прокачать. Поэтому не знаю, как лучше, устроить ее на работу и параллельно качать все навыки, но при этом мы можем не успеть их прокачать. Или же сначала прокачать фитнес и ЗОЖ, например, до 8 уровня, а потом только устраивать ее на работу, потому что на пенсии она будет работать и закрывать свою карьеру. И второй вопрос про Айдена. Он за 4 недели достиг только 5 уровня карьеры. На следующей неделе у него тоже день рождения, поэтому, получается, у него осталось где-то всего 6 недель, а ему нужно пройти еще 5 уровней по карьере. Но у нас проблемы. У Айдена есть 2 страха. Бесперспективная работа, из-за чего у него всегда низкая производительность, и он всегда возвращается грустный с работы. И еще боязнь неудач.
из-за чего он тоже плохо работает. В общем, похоже, он не сможет завершить свою карьеру, скорее всего. Поэтому надо принять решение. Мы увольняем Айдена и ищем ему другую работу, где у нас хотя бы будет шанс ее завершить, или все-таки продолжаем дальше бороться за душ, и тогда уж как получится, ну, либо закроем, либо нет. Поэтому вот, очень нужна ваша помощь. Я всю ночь как раз монтировала эту серию, поэтому я смогу в моменте прочитать ваши сообщения и воплотить их в игре. Поэтому жду ваши комментарии, и на этом все. Пока-пока.